Понимаете, и такие все как бы Ну, а как лапша. Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за нашими прямыми эфирами. Семен Уралов на связи прямо сейчас. Семен Сергеевич, приветствую вас. Приветствую, Александр. В прямом эфире зрителям отдельный салют. Да, в Телеграм, тот, который сейчас бьют, пинают, но он все равно продолжает упорно работать. У Семена Уралова параллельный прямой эфир. Также присоединяйтесь к нашему эфиру, и в чате трансляции у меня можно ответить на опрос нашего сегодняшнего разговора. Я его предложил сделать, таким умозрительным, но очень интересным. Где бунт вероятнее? Где вероятнее? 4 варианта ответов. Иран, Украина, Россия, США. Вот такие варианты. Проголосуйте. Мы в конце подведем итоги. Прям очень интересно, потому что события бьют ключом. Сейчас очень много развелось геостратегов, очень много развелось там товарищей, которые думают над тем, а что означает вот это, ставшее уже, не такой стремительной точно, затяжной пока нет, но достаточно долгая на перспективу война Трампа в Иране, и как она повлияет на российско-украинское противостояние. К слову, мне пришли инсайды, и я хочу с вами их сегодня тоже обсудить, что на самом деле все очень резко может вывернуться абсолютно неожиданным образом, да, и я знаю, что вашу позицию, Семен Сергеевич, что все как бы будет, все надолго, а все может закончиться, правда, в один момент, потому что, тур Зеленского, не забывайте про меня, нам дает такие, знаете, знаки, да, вселенная посылает знаки. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайк, пишите в комментариях, как слышно, как видно, кто где. Давайте начнем с вот этого бунта, потому что вы как политтехнолог, как человек, изучающий и украинскую новейшую историю, не только новейшую, к слову, и понимающий природу русского бунта, тоже как бы имеете что сказать. Вот сложившаяся конфигурация, где бунт вероятнее всего? Я бы добавил, именно если мы говорим о высокой вероятности, то, с моей точки зрения, наиболее высоковероятен бунт в Израиле. Потому что, в общем-то, он все глубже и глубже втягивается напрямую в эту авантюру ближневосточную. И не зря непонятно, что происходит с Нетаньяху. То ли он пропал, то ли его прячут. И плюс группа сионистов, которая там захватила власть с середины 70-х, 80-х годов, они же, в общем-то, удерживали за счет того, что шли от победы к победе. А, в общем-то, сейчас просматривается очень серьезный именно конфликт между государством и обществом. И поэтому, с моей точки зрения, больше всего вероятность бунта, если говорить из тех участников всего этого кризиса, это, конечно же, в Израиле. У нас для недовольства тоже, так сказать, подкапывают на общество разные, особенно всякие неудобства связанные. Как это называется, рубят хвост по кускам. Уже бы хотели заблокировать, все бы делали бы раз, чик-чирик, и на этом закончилось. А вот это вот отрубание хвоста по частям, это, конечно же, очень нездоровая потенциально атмосфера, которая, это как в анекдоте, осадочек останется, да, то есть вот он так по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Поэтому, конечно же, во всех странах происходят события, как и всегда во время кризисов, которые накапливают то, что называется противоречия, а противоречия всегда могут вылиться в бунт, или как минимум в какой-нибудь такой вот локальный погромчик. Как мы это видели, этим славятся, кстати, США, где часто это происходит на фоне даже каких-нибудь катаклизмов. И как в анекдоте, это я себе магнитолку дернул. То есть, потому что под шумок начинаются, в общем-то, просто ограбления магазинов, складов и прочего. Так что бунты очень разные. Смотрите, Семен Сергеевич, давайте тогда в формате нашего вопроса, потому что люди смотрят, голосуют, ориентируются, давайте тогда к США присовокупим и Израиль. Давайте так, потому что это все-таки США. Да. США и Израиль все-таки воюют с Ираном. Да? Вот мы берем 4 воюющие стороны. США, Израиль, Россия, Иран, Украина. Не между собой все вместе, а вот по понятному водоразделу. В общем, голосуйте, друзья.
так вот, с условностями, да, но вот пока что люди голосуют, что в США возможен бунт на фоне всего происходящего. И действительно, сегодня Иран, который уже почти победили, но потом обиделись, что никто не помогает, буквально перед нашим эфиром выкатил ноту, говорит: уважаемые страны Персидского залива, все ваши нефтехимические объекты, будьте добры, убирайтесь оттуда, мы будем по ним стрелять, потому что была атакована инфраструктура Ирана подобного толка. Многие сейчас задумываются, а как Трампу выходить из войны в Иране? Какие соображения у вас на этот счет? Потому что вот сейчас кажется очень парадоксальным, но так не надо ниоткуда выходить. Ну вот смотрите, то есть Ирану выгодно, пока Иран стоит, Иран представляет силу, мощь, как ни крути, да, выбиваются первые люди, это держит в узде всех на свете. Израиль пытается качнуть второй раз сегодня эту тему протестов, там некоторые люди в Тегеране, еще в одном городе вышли, костры какие-то жгли ночью, в общем, как бы против аятоллы, против власти существующей, но протесты, понятно, вряд ли будут успешными, они, может, какими-то очаговыми и будут выглядеть, но не удастся это все во время как раз-таки... Пока война, короче, никаких протестов. То есть это такая мини-аксиома, да? Хотя тоже спорный вопрос, да? Вот, то есть протесты, сделает ставку Израиль. А Трампу зачем выходить? Ну, у Трампа все хорошо. Нефти вроде как его не касается. Ну, госдолг растет, ну, так бы рос. С нефтью все хорошо. Плюс можно четко обозначить круг своих союзников. Он же прямо сказал: вы ничего в НАТО не вкладываете, мы это НАТО, а теперь давайте все к нам. А не хотите разблокировать пролив? Ну и пошли вон, занимайтесь, мол, сами своей безопасностью, уходите из-под моего зонтика, я его закрываю. И получается, что и Иран, и условно США извлекают геополитически большие выгоды со всего происходящего, плюс, конечно же, Китай, да, потому что без войны с Ираном, ну, вряд ли бы там у Трампа были бы хоть какие-то карты, да, в разговоре с Си Цзиньпином, поэтому он откладывается на месяц. Как думаете, будет он выходить, или мы уже стали на такие жесткие рельсы движения вперед и надолго? Ну, давайте разберем две партии. Ходы в этих партиях вы уже перечислили, но это все-таки, я считаю, две разные партии. То есть партия первая – это участие, так сказать, Дональда Трампа в войне и в конфликте, в который его втянули сионисты. Вот. Ну, мы это уже определили, как это и с делом Эпштейна, с островом. Не буду повторяться, это наши предыдущие беседы. Ну, вот. А есть вторая война. Это война, ну, глобального, но при этом американского, ну, штатовского финансового капитала, который, напоминаю, что это такое. Это банковский капитал, который надстраивается над промышленным и торговым. Ну, то есть, это вот он паразитирует одновременно на производящем капитале и на торгующем. В данном случае эта партия ну, еще как Егор Летов нам песню написал «Вечность пахнет нефтью», да? Но это с 60-х годов 20 века полностью главный, ну, энергоресурс – это нефть. Ну, нефтегаз, то, что называется, и производные от него. И в эту партию американцы играют очень давно. Причем у них даже на внутреннем рынке, у них был там великий топливный кризис в 80-х годах. У них есть тоже свой индекс, ну, вот этого стоимости галлона бензина. И тут получается парадокс, что американский вот этот вот глобальный капитал, выигрывая партии в нефтяные, потому что игра на самом деле идет не против Ирана. Игра идет в уничтожение, в принципе, нефтегазодобывающей промышленности во всем этом заливе. И США заинтересованы в том, чтобы и у арабов оно максимально рухнуло. То есть, почему? Это Объясните. вот была иллюзия. Ну, как почему? Потому что в таком случае США, как одна из немногих располагающих собственными запасами и, самое главное, технологиями добычи и переработки и доставки, что очень важно. То есть вопрос на ближних подступах Венесуэлы она решила. Вот, себя обеспечивают достаточно. Технологии СПГ
как мы видели, достаточно даже для того, чтобы Европу подсадить на американский сжиженный газ. И плюс не забываем вот эту технологию, которую 15-20 лет назад поставили, это, вот, собственно, сланцевые технологии. Они очень хорошо работают в условиях дорогой нефти. Да? То есть, чем дешевле нефть, тем менее выгодно становятся вот эти. А это американцы являются лидерами на этом рынке. И поэтому, чем меньше нефти, так сказать, на рынке, тем больше возможности влияния, потому что США, напоминаю, они не только запасами располагают, но еще и средствами доставки. А в современном мире, как мы видим, началась охота в том числе и на наш этот танкерный флот. Важно не только доставить энергоресурсы, надо еще гарантировать, что они доедут. Вот. И в этом смысле США получают в этой большой партии. Это не война Дональда Трампа. Это война американского капитала еще, говорю, 60-х, 70-х годов. Вот в этом смысле, да, они достигают своих целей. И самое, не то чтобы обидное, тяжелее всего придется вот этим вот монархиям. Потому что они мало того, что расслабились и просто за эти нефтедоллары настроили себе оазисов, но они полностью зависимы в том числе по продуктам питания. И плюс все вот эти вот оазисы, куда они переселились, они уже не ведут бедуинский образ жизни. Они уже и не способны выжить в условиях пустыни. Все через поколение меняется общество. Как бы эти города потенциально не превратились в города смерти. И как бы там ни случился такой парадокс, как восстание рабов. Потому что экономику, которую они построили, я напоминаю, там уже приехавших больше, чем местных жителей. И местные жители, они, в общем-то, паразитируют на всем этом. Поэтому в условиях затяжного конфликта, а американцы в этом смысле будут и подыгрывать, и Израиль в этом заинтересован. Где там в Саудовской Аравии были новости, что нашли агентов Моссада, которые планировали. И в этом смысле разрушение, в принципе, вот этой вот нефтяной узла, экономического роста, который называется Персидский залив, это в интересах США, чем они и занимаются. Поэтому Трамп лично из своей войны, завершая ответ на вопрос, его этой пиздилочной войны, он будет выходить, судя по всему, с помощью Кубы. Но он же в этом смысле Так, вот это вообще мастер уже, вот это пиара вообще и уже шоу. интересно. Подождите. На Кубу же там отправляется танкер российский. Всем сообщили. Название у него еще вылетело сейчас с головы. Такое какое-то, какого-то русского, я так понимаю, полководца или генерала именем, да, назван, или какого-то деятеля. Опять-таки, не шибко там, чтоб суперизвестного, да, на слуху, но вот специфическое название, и вот он идет туда, прет этот контейнеровоз, в общем, нефть отправляет Россия уже на Кубу. Так что получается, не дойдет? Так что получается, Америка с Россией на Кубе схлестнется? Или как вы в этом раскладе видите Кубу? Это самый острый вопрос современности, потому что действовать же может не только Америка. Можно же всегда совершить акцию под пиратским флагом. Украина может взять и попытаться потопить, под флагом Украины, да? Как северные потоки. Нам же уже объяснили, что это, в общем-то, якобы Украина взорвала. Это может сделать Британия. То есть много кто может сделать, пытаться это все сделать. Я думаю, что это вот сейчас, как любой кризис, он разыгрывается как, в том числе там шахматная, или любая другая. И вот это вот ход сделан, и все теперь смотрят, какой будет контрход. Но я думаю, что так как один танкер погоды не играет, то он, скорее всего, дойдет. Если не будет операции, вот то, что называется под пиратским флагом. Ее ж может даже Эстония провести, логично. Нет, Эстония, конечно, может провести, она уже так добренько говорит, мы будем отправлять войска, мы будем в Иране, мы будем то. Но вы говорите, с монархиям придется туго. Но сегодня мы уже констатируем, что вообще вот у Зеленского достаточно сложно, да, это, это большой удар.
да, если мы смотрим на события в Иране, опять-таки, еще раз всех призываю, мы тут как бы, ну вот как Семен Сергеевич говорит, для чистоты понимания, да, мы смотрим под разными фокусами, да, немножко ближе, немножко дальше на события в Иране. Если глобально посмотреть на войну в Иране, не точечно, а глобально, то Зеленскому это, конечно, ну, серпом по тем самым местам, которые он в 22-м говорил, что у него стальные, а сейчас оказывается совершенно по-другому. Он сейчас едет к монархам, встречается с Карлом, показывает ему планшет, где видно, как каждый враг, россиянин, ну вот на передовой прям уничтожается, представляете? Дарит этот планшет королю, выдает о том, что мы являемся источниками каких-то таких умопомрачительных знаний. Мы готовы всецело поддерживать, и вот кто нас позовет, мы будем защищать наших партнеров. Вот летит дрон, а мы же знаем, что делать. Это вы там не знаете, а мы в курсе. У нас дроны, перехватчики, технологии. Сегодня отправляется к другому монарху, в Испанию. И там, и в Британии, и в Испании он подписывает некие новые документы, соглашения. О них очень витиевато говорят, но, короче, оборонные. Да, оборонные, технологичные. Опять-таки, насколько они рамочные, насколько они предметные, сказать тяжело. Это как бы дело... Он пытается встроиться в этот промежуток, но получается, если там в общей картине монархии проигрывают, он встраивается в проигрышный сценарий, да, он надевает футболку команды проигрывающей. Является ли Зеленский сейчас неким фактором для вот этих монархий? Могут ли они, ну, собственно, назло Трампу, назло, скажем, вот этим планам, да, конкретно американцам, конкретно Трампа, могут ли они еще больше вкладываться в Зеленского и зачем? Ну, давайте с последнего тогда начнем разбираться. С тем, чтобы вкладываться в Зеленского, проблем не наблюдается. Буквально сегодня же, да, или вчера этот кредит 90-миллиардный согласовали. Ну, там есть вопросы. Это, в общем-то... Смотрите, все побежали ссылаться на болгарскую какую-то прессу, а потом немножко посмотрели, в общем, ну, там они что-то написали. Короче, нет подтверждения этой информации, что вето снято. Более того, сейчас особо заруба острая с Орбаном. Он говорит, ничего, мы будем все блокировать, потому что дружбу он пообещал через 1,5 месяца, то есть там через 2 недели после выборов в Венгрии открывать, якобы, да. Ну, вот там убрали единственное, что в резолюции Евросовета. Ну, в общем, пока не разблокировали, хотя об этом вчера... Ну, идет торговля. Идет торговля, но, судя по всему, ну, давайте, ну, вот моя ставка, что вот эти вот 3-4 ярда в месяц, которые нужны для поддержания военных действий, ну, это минимальная, да, которую... Ну, это я по совокупности, с одной стороны, ну, требований 22 года, и как они росли на пике, да, доходили до 10-15 миллиардов в месяц. Ну, контрнаступ, когда был, прям вот дайте. Ну, а, в общем-то, всегда фигурировало и в отчетах всяких статистических, что нужно 3-5. Ну, наверное, 3 это минимум, а 5 это чтобы еще все заработали хорошо. Чтобы Миндич себя неплохо чувствовал. Ну, вот, соответственно, все цифры и просьбы, то есть Евросоюз же что говорит? Еще 1,5-2 года повоюйте. Ну, вот если мы так грубо перемножим эти цифры, ну, мы увидим, да, что 1,5 года, то есть там 15-20 месяцев, это вот искомые там 60-100 миллиардов. Ну, вот так вот грубо. Ну, вот вокруг этого, собственно, идет торговля. Не такие большие деньги, если вот говорить именно про деньги. А вот самый главный вопрос, который сейчас стоит у уже режима, то, что называется Зеленского, у правящей группировки, это как сохраняться в повестке, да, когда все переключилось. Потому что у нас же идет 2 украинских трагедии, я всегда напоминаю. Малая, это наша внутренняя на постсоветском пространстве, и большая, когда Украину вытянули сделали полем противостояния глобального, да, одного из фронтов. Фронтов же очень много разных. И как на любой войне каждый командующий, так сказать, своим фронтом, он рассчитывает притягивать ресурсы на себя. Ну, и у него же самый важный участок фронта.
И, конечно же, Зеленскому, как подрядчику, а там же мы тоже определили еще в одной из первых бесед, что это война по подряду, то есть где государство выступает как наемник, да, сдает фактически своих граждан в качестве наемных солдат, а все остальное обеспечивает заказчик, да, то есть деньги, военные технологии, ресурсы, связь, практически все. Нужны только, собственно, непосредственно люди. И вот в этом контексте, конечно же, ему важно сохранять внимание на себе. И тут мы видим, это вот статистика нас живая, которую мы можем наблюдать. Я не так давно вернулся из Краснодара, из Крыма поступают новости, статистика по Москве, усиливается. Не то, что усиливается, а прям активно, особенно на юге у нас, никто накал борьбы вот этой вот дистанционной не сократил. И я уверен, что как раз для этого он и привозил планшет. Это же что такое этот планшет? Это фактически, вот если это мы метафорически называем всю украинскую трагедию биореактором, то есть превращением людей в деньги во имя войны с Россией, то это приложуха для этого биореактора. Как у каждого кого там автономное отопление современное, да? Да. Вот. И поэтому в этом смысле, конечно же, Зеленский, как давно определился, он в этом бизнесе слуга нескольких господ. То есть у него есть главный заказчик в Британии. Британия двигается по стратегии нанесения максимального ущерба России и берет на себя вот эти все дипломатическое сопровождение всей этой деятельности. Потому что авторитет у киевской власти такой себе, мировой, кто с ними разговаривать особо будут. Но когда у них такая серьезная крыша, как британцы, которые имеют свои отношения и со странами, теми же арабскими монархиями, не забываем по соседству, тот же Кипр, да, фактически военные базы там британские. И вообще Ближний Восток, там британское разведсообщество, скажем так, намного более исторически занимается этим регионом уже там 300 и более того лет. Накануне Первой мировой войны это было острое противостояние германской разведки и британской. Еще и у французов есть своя история. Поэтому Ближний Восток, он опутан такими вот щупальцами влияния тех, кто выступает крышей политической для режима Зеленского. Поэтому говорить о том, что это он играет в эту большую партию, это не совсем верно. Он исполняет там свою роль. А разыгрывают все-таки эту партию британцы. И я, в принципе, предполагаю, да, что деньги, во-первых, выделят как минимум, если что, сами британцы. Поддержат на месяц-другой, пока будет кризис. А второе, это вот по поводу, какую роль начал исполнять новую Зеленский, это обратите внимание, что Украина становится внутриполитическим фактором соседних стран. То есть с помощью вот этого режима можно влиять на соседей. Потому что это же по сравнению с Россией Украина маленькая республика. А по сравнению со всеми соседями, там, Словакией, Венгрией, Молдавией, это огромная республика. Польша сейчас уже стала побольше. И вот если вы упомянули эту историю с Орбаном, она, конечно, показательная. То есть можно уже угрожать, можно пытаться каким-то образом вмешаться во внутренние расклады, можно давить авторитетом. Рано или поздно, это что же можно делать под пиратским флагом? Покушение. Фица же выжил. А вот если бы покушение... Там же был, напомню, фанат Украины. Биодрон, как мы разбирали. Да? Но это он потому, что стрелял. А если бы его обучили более высоким технологиям и какой-нибудь дрон с большим количеством взрывчатки, у него бы все получилось. И это у нас еще все впереди. Потому что, если говорить уже про исторические аналогии, закрывая вопрос, ответ на этот вопрос,
то это было так называемое в свое время реестровое казачество. Это не все ж были вольные казаки украинские, ну, запорожские. Вот. Какая-то часть, она шла на службу. Вот. А их потом в наем сдавали по всей Европе. На этом куча мифов украинских националистических строится. Вот, там участвовали, не там. Ну, это просто наемники. И вот то, что мы видим сейчас в Африке уже, недавно же где, в Индии взяли выходцев из Украины, там же как раз британец кто-то был, как раз что-то там вот пытались устроить. Это новость тоже буквально вчерашняя или позавчерашняя. Там прям группа ОПГ, которая международная, прибыла, а там основные. Поэтому, да, вот это вот реестровое казачество, оно будет воевать по всему западному миру. И Зеленский пытается оседлать этот процесс. Именно для этого вот он так настойчиво предлагает свою помощь там, с борьбой против там, шахедов, гераний, ПВО и прочее, прочее, прочее. В общем-то, все возвращается на круги своя. На Украине руина, казачки продают свои шабли любым монархам. Понимаете, тут как бы с исторической точки зрения ведь много противоречий. Ну вот, много противоречий. Если мы вот так постоянно... Ну, я знаю, что это такая мода, да, и вы всегда как бы за комментарием в карман, как говорится, не лезете, особенно сравнивая там украинцев с казачками и со всем на свете. Ну, по сути, так это все и выглядит, естественно, особенно когда он хвалится, что смотрите, там 5 или сколько стран, 6 стран Ближнего Востока, там 200 специалистов поехали. Правда, такую новость, ну, может, вброс какой-то, я, если честно, там, это просто сложно проверить, да, что один уже сбежал из этих 200 с чем-то человек, ну, потому что за границу выпустили, он сказал адьос, и, в общем, попросил там убежище, и вроде как дали, ну, понятно, что, да, в общем, решил построить свою жизнь по-своему. Но я хочу все-таки в глубину немножко вот этого момента нырнуть, с вашего позволения, потому что вы один из тех людей, с кем можно это сделать, который нам даст новую информацию. Семен Сергеевич, давайте честно. Вот я показывал даже в «Шуме» вчера. Есть такой, ну он же абсолютный такой, он проукраинский, там этот Светан, комментатор. Помните такого? Такой военный. Он же там вот это все, он как бы... Ну, перемога. Он продавец перемоги. Постойте. Он рвал просто, разрывал это решение. Говорит, в смысле? Это что, мы вступаем в войну с Ираном? Он фактически говорит, это его слова, его цитата, что Украины теперь оккупационная администрация, еврейская. И тут получается очень интересная вообще параллель. Значит, уже сейчас многие говорят, что у нас в Америке оккупационная еврейская администрация, ну, потому что очень силен айпак, лобби еврейское, да, и там некоторые, там, Такер Карлсон, разные там Оуэнс, блогеры, там, инфлюенсеры, люди, которые там как бы с Трампом пришли, с Трампом были, за Трампа были, говорят, ребята, нет, если с нами что-то случится, вините Израиль, потому что все, как бы, смотрите, вроде как же как перемололась мука будет, ну, когда Кёрка убили, да, вот просто выстрелом на вот этом кампусе. Но тем не менее, да, вот все говорят, если что-то произойдет с нами, это они виноваты. У нас светаны уже говорят, что оккупационная еврейская администрация, и надо попросить Иран, чтобы они, когда если они вступают в войну и будут запускать ракеты по Украине, помнили о том, что это не украинский народ решил воевать с Ираном, да, и вступать в эту войну. Все сторонятся, а Украина, наоборот, лезет туда, ну, администрация. Тут возникает очень важный конфликт. Да? Почему это я хочу в глубину? То есть, если украинцы, такие националисты, да, которые там, о том, что украинцы, мы отдельные, мы такие сильные, то, простите, они же не должны позволить там, пересидевшему президенту принимать такие решения и ездить этими же националистами приторговывать по странам монархий. А кто может помешать Зеленскому сейчас? Ведь была демонтирована любые возможности оппонировать идеи войны с Россией. Тут же понимаете, в чем особенность? Сначала легитимизировали войну с Россией,
А теперь можно через это любую войну легитимизировать. Я же не зря Орбана припоминал. Ну хорошо, у тебя с ним конфликты с Орбаном. Но в целом-то Европейский Союз, он же выполняет обязательства, да? Вот. Ну как так можно себя вести? Это, в общем-то, опасность любого национализма, когда он начинает превращаться в нацизм. Не обязательно любой национализм дойдет до этого пути. Но нацизм – это идея войны во что бы то ни стало. Там же лежит главная идея жизненного пространства и абсолютного зла, с которым воюют. Да? Абсолютного. То есть, вот, с ним нельзя ни о чем не договориться. Вот. О том, что это зло, она же долго вся эта история шла. Ну, то есть, на протяжении поколения. И вот конкретно Зеленский – это же человек, который сформировался внутри этой культуры. И он видел, как эта идея хорошо продается на Западе. Он видел, как с помощью этой идеи можно манипулировать на выборах. И теперь он вокруг этой идеи построил, собственно, модель вот эту вот ауновскую. А чего? Ну, так, ему этому научили, ничему другому-то его не учили. Все остальное придано забвению. Вот. Ковпаковской же Украины нет, как альтернативы. Вот. Поэтому эта война может продолжаться очень-очень долго. Это как, ну, не то чтобы... Это не альтернативная история. Это просто был такой деятель же, который в Англию улетел от Гитлера. Гесс, его соратник. Он же как раз и говорил, что вот ни в коем случае война на Востоке, если ее не будет с Советским Союзом, тогда мы спокойно будем в серию мелких войн. Ну и в этом была идея двигаться на юг, как раз там Турцию добивать сначала. Ну, Балканы все занять сначала. И в этом смысле вот у Украины что же была такая модель? Это АТО. То есть в чем же была идея? Что сепаров можно чмырить бесконечно. Вот, унижать и за счет этого решать свои внутриполитические проблемы. То есть параллельно с сепарами уничтожать тех, своих политических оппонентов, и не только политических, и экономических, сколько бизнесов было отжато. Вот, и просто под предлогом, что это значит работают там с оккупированными территориями и так далее. Хотя сами Роттердам плюс, в общем-то, практиковали правящие элиты. Поэтому эта модель, я к чему эту такой краткий экскурс провел, она же утвердилась сначала в 2004 году, что можно ломать политическую систему и государство во имя великой цели, а она же, я напомню, какая, так сказать, к эльфам примкнуть, из джунглей, от джунглей отгородиться, то есть Евросоюз и конфликт, закрытие границ и прочее с Россией. Вот. Но с этого же началось. В 2014 году уже легитимизировали, что ради этого можно еще и своих сограждан убивать. А в 2022 году смотрите, это какой длинный путь. Почти 18 лет. И учитывая, что Зеленский формировался всю свою жизнь и вся его команда внутри именно этой культуры, то никакой другой культуры они воспроизвести не могут. И в этом смысле вот этот вот Свитан, военный эксперт, он принадлежит чуть к другому поколению, более советскому. Да? И, судя по всему, у него, в общем-то, уже некое такое понимание. Перемога всегда превращается в зраду. Но тут же самое главное, чтобы не повестись на эти манипуляции, что якобы дело там в каком-то хазарской оккупации Украины. Это уже не актуально. О хазарской оккупации можно было говорить после 2014 года, когда абсолютно нелегитимно группа «Приват» захватила самые лакомые области Украины, абсолютно нелегитимно поделив власть с Порошенко. Да? А теперь это уже не хазарская оккупация. Все, это уже руина в самом разгаре. Поэтому отстают по своему мышлению Свитан и все остальные якобы прозревшие. Они под видом открытия преподносят факт, которому уже более 10 лет. Вот что я имею, так сказать, по этому вопросу. Подождите. По поводу этого биореактора появляются очень и очень нелицеприятные вещи. Случаи в Одессе. Это же просто парадокс. Да? Когда один стоит с протезом, с палочкой,
а второй с поломанной рукой. И говорит, я отвоевал 2 года, у меня там шурупы в ноге, короче, инвалидность, комиссовался. А его ТЦКшники, ну, собственно, сломали ему, у него нога была, там ранение, а ему сломали еще и руку. И причем тяжелее травма, которую он получил, с которой он списался, потому что перелом там открытый, короче, ужас что. И они стоят вдвоем, один с рукой и ногой, второй без ноги, понимаете? И стоят и говорят, ветераны, что ж это делается такое? Что ж происходит? Это я все к вопросу там по поводу, где раньше будет бунт, понимаете? И ты понимаешь, что для того, чтобы был бунт, нужно, чтобы он был против кого-то или против чего-то. И Светлана, я вспоминаю его умозаключение, прозрение, для того, чтобы вырисовать траекторию вот этого свержения, собственно, Зеленского. Мы видим, что Россия действует вообще как бы по своей какой-то, не пойми какой логике, если какой, понимаете, какой, расскажите в очередной раз. Но всем показала война в Иране, всем показали действия Израиля, который щелкает одного руководителя за другим Иранской республики, как идет вот эта война. То есть там кого-то по снабжению бахнули, потом Лариджани, да, с сыном, причем это делается с сыном, с семьей, то есть неважно. А мы имеем вот эту природу войны. Вот сегодня и вчера были удары по ТЦК, пока непонятно. Это возвращение вот той, помните, тенденции. Был период, когда вот там активно, недельки 2, наносились по всем ТЦК удары. Это сейчас к этому опять вернулись? Если опять вернулись, то зачем? То есть это же мы уже видели вроде как на поле боя, мало к чему привело. То есть какая тогда стратегия российская на этот счет? И как она сопричастна с образом, ну, кого надо на бунте победить? Ну, смотрите, про стратегию я ничего не понимаю с самого начала СВО. По одной простой причине я всегда ищу аналогии отечественной истории. Ну, вот самая эффективная спецоперация, мы тоже это уже вспоминали, это, конечно же, война в Афганистане. Даже если мы посмотрим по количеству погибших и всего остального, и какую территорию контролировали, ну, я тоже исхожу из того, что начинать нужно со штурма дворца Амина. После этого я вообще ничего не понимаю. Вот. Я для себя нашел такой универсальный, знаете, ответ в шутку. Потому что Медведчук. Оно вроде ничего не объясняет, но, в общем-то, где-то, наверное, уровень таких моих предположений, что элиты постсоветского пространства до такой степени глубоко переплетены, что, наверное, это подчеркиваю, это мое предположение, еще где-то угасает, ну, вернее, не погасла, да, тлеет еще некая надежда, что на Украине, ну, на постукраине могут прийти к власти какие-то, назовем их так, пророссийские силы, назовем их так, ну, или не враждебные, или хотя бы нейтральные, да, и что все может войти в какое-то такое вот русло. Мне, как говорит Дмитрий Юрьевич Пучков, сводок там секретных, понятно, не приносят, да, но исходя из моих наблюдений и с тем, что мы как происходило за несколько электоральных циклов, я исхожу из того, что в политическом классе постукраины, в общем-то, таких людей не осталось. Поэтому их надо либо воспитывать самим, да, ну вот как, например, там партизанское движение стало кузницей потом кадров, ну тот же там Ковпак, например, в Белоруссии на базе именно партизанских элит, ну потом вот этот знаменитый, там самый известный Машеров, ну там целая плеяда была, которые действовали. Ну, кстати, в УССР было тоже, очень сильно были представлены партизаны и подпольщики во власти. Сами они по себе ниоткуда не возьмутся. Идея евроинтеграции и бегства, так сказать, от России, она никуда не
делась. А после того, как начались прямые военные действия, возможность для потенциально нейтральной, ну, страны на месте Украины уже не стоит. Теперь вот то, что будет на месте Украины, оно должно, другого выхода нет. Либо будет война бесконечная, либо внутри российской государственности напрямую, либо страна, государство, союзное или дружелюбное, скажем так, да, точно не враждебное. А в текущей ситуации, учитывая, что Жешув никто закрывать не собирается, то это вопрос контроля над западными границами. Потому что если вооружение будет продолжать поставлять, то какой-нибудь останний партизан, как он, подпильник, ауновец, он все равно будет выпускать, так сказать, дроны, если ему будут их подвозить. Плюс, как мы видим, в последнее время активизировалась очень сильно диверсионная еще война. Но если судить по нашим новостным сводкам, где только у нас не берут завербованных персонажей. То есть это уже далеко не приграничные территории. Это уже и в глубине России. А это будет вообще продолжаться еще долго и долго. Поэтому вот я о чем и говорю, что недостаточно подписания некого мирного соглашения. Нужна еще правящая прослойка, которая все это будет приводить, так сказать, Так а как это в реальность. прослойка? Она же обеспечивается чужими деньгами. Фактически. Это еще важнейший фактор, конечно. То есть все деньги западные, все на Западе, все смотрит туда, все дается оттуда, все датируется оттуда. И тут понимаете, в чем дело? Тут же тоже такой момент. Получается, что другого пути, кроме как военная победа, вы не видите. Однако, давайте тоже немножко соизмерять. Нет. Одна из наших бесед была, я говорил, что референдум может стать точкой излечения от этого массового безумия, с одной стороны, а с другой стороны, такого тумана полусумасшествия для общества о том, что сама идея войны с Россией ущербна. И пока она будет жить, война будет продолжаться. Понимаете? Вот с этого можно начать выздоровление. Опросы какие-то есть, видите, Семен Сергеевич, что 61% вроде как не против референдума. Или они как бы так завуалировали вопрос по с отторжением территории. Вот таким вот макаром, да, все это выписано. Но подразумевается, что понятно, что это вся социология формирующая, это все исключительно для того, чтобы забить баки, чтобы люди смотрели, как думают все, чтобы показать людям, мол, думай, как они. Я разделяю все скепсис по социологии, однако, это уже тренд, да, о том, что давайте отдадим, ничего страшного. А Зеленский нет. Зеленский, видите, как ездит по монархиям, подписывает новые моменты. Просто поймите, в чем дело. Быстро может все закончиться с уничтожением верхушки, существующей прослойки. Зеленского, окружения, уничтожением. Вопрос только, в войне Россией 5-й год уже идет, этого нет. И давайте будем откровенны, этого нет. И, судя по всему, наверное, не будет. То есть Кремль уничтожать, воевать как Трамп в Иране не будет. Или Трампом. То есть Трамп должен его уничтожить. Трамп тоже может выдать несколько таких, то, что мы видели, каких-то заявлений достаточно резких, но тоже не идет по этому пути. Получается, другого центра силы, который может что-то резко изменить, в Украине нет. Или они должны действовать вдвоем, сообща. Сейчас же куча конспирологии, что смотрите как, вообще Трамп начал войну в Иране, чтобы России помочь. Зеленский ходит, интервью раздает, BBC эксклюзивное, говорит, а это с началом войны в Иране Путин заработал 10 миллиардов. 10 миллиардов на нефть, это все деньги, которые пойдут на войну против нас. Что ж вы делаете? Сокрушается. Понимаете? То есть... видите, его деньги интересуют в первую очередь. Так, я так вижу, что их все их интересуют. То есть... Всех интересуют деньги, да? Конкретно. Потому что, опять-таки, чтобы была какая-то руководящая, направляющая сила того же смещения Зеленского, нужны что? Деньги и гарантии. Их может дать или Америка, или Россия.
Но Россия воюет, поэтому на российских гарантиях никто не придет. Получается, все упирается в Трампа, в Америку, а он воюет дальше. И будет продолжать воевать. Потому что воюет же не Трамп, воюет тот самый Deep State. Ну, реальная правящая элита, да? А бизнес на войне, ну, это уже аксиоматичная история. То есть, они никогда его не прекращали. То есть, просто менялись разные фронты. И на эти фронты, в общем-то, и списывались деньги. Ну, вот Афганистан сколько? 10 лет этот был, ну, отмывочная. Потом концы в воду, на вертолетах снялись, все. Это же модель американская политическая, что президенты выступают в роли аватаров, которые, в общем-то, меняются, а глубинная политика, она не меняется. Но это как вот спецоперация против Мадуро, да? Там же они сами сказали, готовиться начало еще давным-давно. Ну, то есть, еще до того, как Трамп занял второй раз свою... Ну, уверен, что шпионаж в отношении Ирана и вот эти все диверсии, они тоже готовились давным-давно. То есть, не Трамп, так следующий президент. Поэтому я думаю, что Трамп после того, как его второй раз обложили со всех сторон, но уже не только вот эти вот Deep State, но еще и сионисты, он, в общем-то, решил особо не дергаться в плане осушения, так сказать, болот, то есть возвращения государства на, ну, из темной вот этой вот, это же еще была аллегория, что там мутные делишки, да, то есть осушить болото Вашингтонское. Он решил как бы не осушать его, а просто квакать громче всех. Вот это выбор, который он сделал. Ну, это часто бывает. Это есть такое хорошее произведение у Гончарова. Мы больше знаем Обломова, а у него есть обыкновенная история. Это о том, как такой наполненный, значит, мотивами, энтузиазмом к свершениям, к просвещению человек молодой приезжает в Петербург. Вот, и как через 20 лет он, в общем-то, становится таким законченным циником-чиновником. Кто не читал, Гончаров, дело в том, что он же писал с натуры, он же был цензором. Не зря поэтому взяли в первое кругосветное путешествие на фрегат Палладу, потому что он был прям цензор-цензор. Но цензор-писатель – это редкость, поэтому вот с Трампом, и не только с Трампом, произошло то же самое. У нас это еще метафорически отражено в «Убить дракона». С Зеленским же произошло то же самое. Он же пришел с мотивами как бы снести якобы Порошенко, он лично. А потом он понял, что вот это все армавир, идея войны с Россией, прессовка сепаров любыми, ну, способами, даже антиконституционными, это хороший бизнес. И это вот произошла, так сказать, обыкновенная история. Как вы относитесь к мифу? Ну, вот сейчас сегодня события такие, они очень интересные, знаете. Вчера Свириденко, премьер, вообще, конечно, так вот, если разобраться, Зеленский отправляется кататься, подписывать какие-то документы, а в Киеве остается Свириденко и встречает комиссию МВФ. Вчера очень жесткие были пересуды, выступали там разные депутаты, все на свете в Украине. Вообще как бы идет такой, по решениям идет след в след. Ну вот, в России замедляет Телеграм, и будет от него отказываться, ну вот это все. Да. Вот в Украине тоже, там, Рада, парламент, замедляем, отказываемся, вот это деанимизируем, все делаем. То есть, как бы ничего нового не предлагают. Парламентарии, законотворцы, так сказать, да, вот только по этому пути идут. Очень интересный, такой похожий аспект. Но в парламенте большие проблемы. Потому что голосовать за то, что привезет Свириденко МВФ, они четко написали, мы едем, чтобы повлиять на парламент, посмотреть, что у вас происходит, что вы ничего не голосуете. А там, ну, ужасные вещи для вот этого малого бизнеса, имеется в виду НДС туда вводят, вот эти посылки из Алика, ну, там, из Китая, да, Алиэкспресс, то есть там, если порог снижают, стоимость, в общем, это все становится, это мультипликатор, это невозможно становится ни по отчетности работать в бизнесе, нигде. То есть это очень серьезное усложнение, и против этого многие выступают
выступают предприниматели. Но вот момент-то в другом. МВФ едет в Киев. Зеленский убегает из Киева. Депутаты, там разброд и шатание. Голосовать некому. То есть абсолютный кризис, тотальный кризис. И как в этой модели, вот в сегодняшнего дня политическом, скажем так, моменте выглядит вот эта потрясающая аллегория о том, что мы, ну там, врата Европы, или там, ну не форпост, не крепость, ну короче, вот мы там фронтир, ну в общем, мы вот эта вот часть, да, которая вот за Европу стоит. Некоторые, ну, люди понимающие говорят: ребята, да вот к вам едет МВФ, дает вам вот эти законы, если вы их примете, а примете, потому что никуда не денетесь, деньги нужны, вы к Европе не имеете никакого отношения. Вы прачка, мойка, что угодно Европы. Вы, ну, это не Европа. До свидания. И мы идем, получается, в законодательном, математическом, юридическом, экономическом, любом другом поле против Европы. Но миф этот возвышается над всем, так сказать, и давит, что мы врата Европы, брама, там, восточный вал Европы. Что делать с этим мифом? Как он сейчас на этом фоне продолжает жить? Лично у меня возникают вопросы, как это вообще возможно. Ох, это вы прям в суть процессов заглянули. Потому что вот это абсолютное облучение евроатлантическими вот этими сказками, она же была положена не просто на научную, но и на образовательную основу. То есть это то, что пытались жителям Украины там с молоком матери, чтобы впитали, да, что вот, да, мы такие вот особые. Ну, даже если делать вот эту метафоры, да, ворота. Ну, в воротах, извините, никто не живет. В воротах стоит привратник, там могут быть какие-то вещи храниться, да, ну, там, время от времени. Могут торговки там где-то там в воротах больших, особенно если вот брать, ну, западенское словечко, которое пришло из польского, брама. Ну, это как вот проходные дворы, похожие вот в Петербурге. Вот брамы, они тоже такие большие ворота в старых домах 18-19 века. И вот это очень давно и системно засаживалось людям в голову. А преодолеть это можно только тем, чтобы вскрыть подлинные процессы, которые проходили с обществом и государством, которых быстро превратили в территорию. А эти процессы – это была неоколонизация. Неоколонизация 20-21 века, которая проходит на очень разных уровнях. И в первую очередь на уровне то, что называется мышление. Но это вот моя профдеформация, когнитивная война. Это когда люди даже, ну вот я их встречал с востока Украины, с Харькова, еще где-то, на полном серьезе рассуждали о том, когда мы идем, значит, на пути в Европу, мы обязательно туда присоединимся. И эта иллюзия, она создавалась целенаправленно и злонамеренно. И причем это делали наши люди. Я вот сегодня, ну я вам скидывал же, да, как раз книжку, которую я сейчас дополнительно изучаю. Это интереснейший персонаж Сергей Плохий. Вот. Он вообще уроженец. Он запорожец, но он родился даже в Горьком, в Нижнем Новгороде. Да? И чем он прославился? В советские времена он был, значит, в Киевском, вот Шевченко защитил диссертацию на теме «Политика папства на Украине во второй половине 16-17 века». А потом в 2000-х, как раз, ну, вот, когда в 90-х поехал в Канаду, а потом его, то есть был очень правильный такой историк. И вот он издал книгу, я специально вам тоже скинул уже. Книга вышла, ее, кстати, и у нас зачем-то перевели. Это яркий пример такого конъюнктурного историка Gates of Europe, да, Брама Европы. И вот там вот, конечно, книга, получается, специально написана, ну, как бы концентрация всех вот этих вот, ну, тезисов,
с помощью которого сводили с ума общество пост-Украины. И вот я бы хотел парочку, собственно, зачитать, чтобы мы понимали, да. Вот вступление, с чего все начинается. Очень кратко, я выделил красным, да. Українці мають таке же право пишатися своєю роллю у зміні світу, як шотландці та інші нації. І, значить, у грудні 91-го, коли українські громадяни масово пішли голосувати за незалежність. І, значить, потім світ побачив Україну на телеекранах у листопаді 2004 года. То есть он на полном серьезе людям прокачивают, что вот участие в госпереворотах, значит, это, ну, в общем-то, норма. І, соответственно, дальше. От, події в Україні набули неочікуваного та трагічного повороту на початку 2014 року, коли зіткнення між протестувальниками жорстко розірвали святкову, схожу на вуличні гуляння атмосферу початку протестов. То есть это был праздник, не было вообще ничего. И дальше, собственно, этот же персонаж, подчеркиваю, авторитетнейший историк, гарвардский, но вот его весь труд, он направлен на то, чтобы, ну, создавать абсолютные иллюзии. Вот он вводит, значит, а когда же с давних давен? Значит, в 1492 року, коли Христофор Колумб висадився на одному з островів Карибського морю, значить, і козаки вперше з'явились на міжнародній арені. Представляете? То есть на полном серьезе. Это человек с отличнейшим образованием, еще советским, Гарвард. Но у него тут, значит, открытие Америки, и казаков узнали. Но почему же узнали? Потому что они где-то, значит, там обоз ограбили. Да? Он сам это приводит. Это... Я просто специально, говорю, подобрал книгу, человека нельзя сказать, что он глуп. Вот. Но это до такой степени целенаправленное сведение с ума. Дальше вот на странице, это у нас получается 174 или какой, там вообще откровенные, ну, завирательства, да. Мы же помним, что, ну, украинские вот трагедии, она базируется на 3 типах национализма. Мазепинство, петлюровщина и потом бандеровщина. Ну вот, значит, Мазепу он абсолютно, ну, оправдывает, да, вообще говорит, что союз Петра і Мазепи раптово розпався восени 1708 року. Какой союз? Мазепа это, ну, он же подданный был, а его, в общем-то, пытаются сделать. Ну и дальше отлично, значит, создаются иллюзии националистические, да. Это вот история Русев, это такой как бы интересный документ, который вот посвящен как раз, как казаки, значит, ну, казацкая старшина потеряла свои возможности. И вот якобы история Русів запалювала уяву поетів та письменників усієї імперії. Оказывается, даже Александр Пушкин вот, с Киндратом Рылеевым восхищались украинскими казаками. Ну, а, соответственно, по поводу легализации бандеровщины тоже все просто. Вот тоже цитата. «Сталін готувався до нападу свого союзника Адольфа Гитлера». Это вообще не просто миф, это, ну, это просто, ну, свинство, да, ну, про союзника. То есть, ну, это известная схема, которую еще Пучков давным-давно вскрыл, о том, что сначала мы ставим, значит, Сталин равно Гитлер, а потом с этой помощью мы всех бандеровцев оправдываем, да, ничего страшного не было. Ну и вот он прямо пишет, подчеркиваю, это американский историк. Багато хто в Україні вітав німецький наступ улітку 1941 року, сподіваючись, що настане конець терору, і, значить, дехто очікував, що німецький націонал-соціалізм принесе справжній социализм. Я специально взял вот такую из разных, ну, эпох, да, это целенаправленная идеологическая работа, которую проделал наш, так сказать, земляк дважды, то есть родился в Горьком, сейчас Нижний Новгород, учился в Запорожье, потом в Киеве защищался, в Москве учился в Институте дружбы народов. Обратите внимание, накануне первого вот этого Евромайдана переехал уже, ну, на высоты из Канады потом в Штаты, а теперь превратился в пропагандиста вот этой всей ереси, который людям голову откровенно задуривают. И когда, ну, когда человек на полном серьезе воспринимает вот эту вот браму Европы, ну да, он видит, никакого другого пути нет. Надо воевать до последнего украинца,
с этими загарбниками. И это я еще не добрался до раздела новітньої истории. Да, вот как раз 90-е годы. Ну, почитайте, книжка в открытом доступе, ее зачем-то и у нас перевели. Но я почитал предисловие, перевели, потому что он типа профессор Гарварда. Вот. Ну, вот это типа с понтом. Ну, вот такие вот профессора создают идиотов откровенных. Поэтому, ну, Вот что вы тут сказали поделать? о бандеровщине, о мазепинщине, да, а будет зеленщина? Ну, у него есть такие шансы, конечно. Сейчас он находится на этапе петлюровщины. Это вооруженная война с Россией, ну, в квазигосударственных границах, которые полностью зависят от внешних кредиторов. Ну, тогда там от Антанты, от Германии она зависит, да, напрямую. Вот. Поэтому по логике процесса дальше должна быть некая директория. Ну, то есть, потому что сейчас Зеленский это по типу Симона Петлюры. Ну, кстати, Петлюра же тоже не забываем. Он же кем был? Он был публицистом. Причем очень талантливым. Причем так же, как Зеленский, он же наблатыкался нигде. В Москве наблатыкался всем этим шоу-приемчикам. Ну, и вообще передовым историям. В КВНе он же тоже натренировался. Где? В Москве да в Сочах. Ну, где у нас основной фестиваль? Сочи. И потом финалы в Москве. Так и Петлюра точно так же. Он в Петербурге стал известным, так сказать, публицистом. А потом практику в том числе и в Краснодаре получал. Вот, прежде чем реализовываться. Поэтому на данном этапе Зеленский находится на этапе историческом петлюровщины. А будет ли это с ним связано? Это все зависит от того, как он закончит свою политическую жизнь. Потому что именно эти три персонажа вошли в историю, потому что им пришлось, в общем-то, заплатить за то, что они творили. Причем кара наступила очень разная. Мазепа там чуть ли не говорят, чуть не вши его заели. Вот, потому что в тяжелых условиях он жил на территории нынешнего Приднестровья. Поэтому все от этого будет зависеть. Да, друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Ну, тут как бы в одну калитку, потому что мы присовокупили, то ли по какой-то другой причине. Значит, 7% в Иране бунт, 8% в России, 34% в Украине, 52% у нас вероятность бунта может быть непосредственно в... то есть, да, в Соединенных Штатах Америки, плюс Израиль. Вот такой у нас сегодняшний итог. Как вы думаете, финальный вопрос у меня не по бунту, то есть, а вот именно по продолжению войны и по ее завершению. Смотрите, дедлайны никто не отменял. То есть, вполне себе вероятен сценарий резкого, дерзкого отстранения от власти Зеленского, самые ближайшие недели, да, временный какой-то стабилизационный контур из действующих, там, может, кого новых, и выборы осенью, да, уже совершенно на других моментах. И я вот почему этот сценарий вам привожу, не потому, что это там хотелки, догадки, или кто-то там, или фантазии чьи-то, или какие-то там, кто-то вангует, или кто-то предсказывает, или кто-то еще. Потому что война в Иране воспринимается как такая, которая, вот смотрите, ПВО не будет, дефицит оружия, или наоборот, это типа там ничего не помешает. Это может стать резким катализатором вообще изменений по всему миру. Вы увязали в самом начале нашего сегодняшнего эфира Кубу и Иран. Да. А в принципе так оно и многие пиарщики так и выписывают. Он там попадается, и триумф получит в Кубе, а там просто соберет гешефт, выдаст это все за великую победу и оттуда или уйдет, или, может, останется какими-то частями, разрушит этот хрустальный замок Дубая и, в общем, будет сам по себе. Но Украина тут вообще не бьется и не нужна. Украину можно быстрее даже Кубы закончить, быстро поменяв власть, быстро проведя выборы, референдум, какую-то легитимность и какие-то договоренности с Россией, уже такие финализированные, подписав. И, давайте так, возможность для этого в самое ближайшее время есть.
пока Европа очухивается от того шока в противостоянии вокруг Ирана, да, в невозможности дальше там снабжать Украину. Ну, ракет ПВО просто нет. И других, собственно, вещей. Или вы большой скептик в этом вопросе и думаете, что Зеленский с нами надолго, как, собственно, и война, вот эта вот российско-украинская надолго. Но все больше и больше людей хочет, чтобы она завершилась и в России. Брянск, да, Краснодар вчера тоже. Ну, то есть юг. Мы видим, что ареал вот этого обитания всяких фламинго и других полуукраинских, полузападных средств доставки вооружения растет. Получается, что все сейчас резко захотят как бы убрать Зеленского, закончить войну. Может в резонанс войти вот эти волны и колебания? Давайте расщепим этот вопрос, как в свое время атом расщепили в Харькове. Да? И отделим. Первое. В любой стране, где слишком много неподконтрольных людей с оружием и влиянием иностранных спецслужб, переворот, ну, так сказать, дворцовый, возможен всегда. Это мы знаем из отечественной истории, как у нас и царей табакерками грохали, там какая интересная была роль, в том числе посольства Британии. Вот. Ну, и интересно вот изучать вообще разные дворцовые перевороты. В данном случае вероятность всегда высока. Но, как показывает нам опыт, ну, того же там Петлюру, раз мы брали аналогию, ну, возможно, некая директория. Вот она часто, кстати, приходит на смену излишне, так сказать, активным. И тогда потенциально изнутри, уже как бы из некой директории, то есть некого коллективного. Потому что после узурпации власти элиты всегда боятся новой узурпации. И они чаще передают какому-то коллективному органу. Ну, директория назвать можно по-разному, как хотите. Совет старейшин, еще как-то можно. Головна рада можно назвать. Как хотите. Но, как показывает опыт, что такой коллективный орган, он редко чем-то управляет. Это как было в том числе там тоже временное правительство. Керенский, как его называли, главноуговаривающий. Вот, то есть он вечно один раз даже на контрнаступ свой уговорил, вот, который и снес это временное правительство. Поэтому после Зеленского, потенциально после такого переворота, возможна хаотизация, которая часто происходит. И тут вопрос, так сказать, как будет себя вести Россия. То есть сейчас вроде планов останавливаться в движении военном нету. Поэтому, если это все продолжится, то, с одной стороны, может измениться ход ведения СВО. Вот, но так как украинских, так сказать, национал-патриотов, националистов и нацистов никто от власти не отстранит реальной, то это вызовет приступ, то есть желание получить своего гетьмана Скоропадского нового. То есть Петлюра плохой, давайте нам, значит, Скоропадского. Вот. То есть какую-то такую фигуру. То есть легального диктатора. Кстати, похоже, появился в свое время там Франко в Испании. Да? То есть до такой степени хотели железную руку. И мы увидим, что режим Франко законсервировался на сколько? Почти на 40 лет в Испании. Поэтому такие модели тоже есть. Но, подчеркиваю, если продолжатся поставки вооружений через западные границы, то Россия, по всей видимости, безотносительно того, будут проходить перевороты, не будут проходить перевороты, выборы, не выборы, Россия просто продолжит дальше эту деятельность. И, соответственно, ловушка захлопнулась. Тогда власти, для того, чтобы Россия приостановила спецоперацию, к власти должны прийти люди, которые будут ликвидировать первопричины этого конфликта. И если потенциально сразу подменяют вот эти самые символичные законы там, по языку, по церкви, по то, что в правах поразили, выпустят кучу этих так называемых там, сепаратистов, из числа украинских граждан, которых обвиняют в госизменах и в прочем. Когда скотские вот эти законы, преследующие
жителей Крыма, новых регионов, ну, там, в том числе там, за коллаборационизм, там же куча народу осуждены заочно. Кстати, вот ровно сегодня, сколько получается, 12 лет, да, как раз вот событиям в Крыму, которые происходили. Ну, посмотрите, как Россия двигалась. До какого года у Зеленского даже квартиру не отбирали в Ялте? Ну, давайте просто вот вспомним. Ну, вот. То есть, как-то пытались о чем-то где-то договориться. И я по своему личному опыту, я таких людей разных видел, вот, особенно вот 15, 16, 17 год. До 16 же еще, по-моему, ходили поезда, или до 15-го. В общем, еще почти целый год ходили поезда. Вот. Как-то пересекали они эти границы. Потом ходили автобусы. И очень разные люди ездили, поэтому эта иллюзия была, что вот мы можем как-то договориться, да, потому что даже в том же Крыму недвижимость многих элитариев украинских не трогали. Вот. Кое-какую даже собственность не трогали. В надежде, что мы как-то договоримся. И вот эта иллюзия, она питала, ну, как минимум в России, но не только в России, в СНГ, в Белоруссии тоже на это ставку делали, да, что может как-то рассосаться. Но как, ну, вот, это опять же моя гипотеза, что вот эти иллюзии, которые испытывались с 14 по 22 год, они, конечно, очень сильно ожесточили правящие группировки. Вот, и в этом смысле кидок 22 года, сначала Гомельский, а потом Стамбульский, он, в общем-то, мне кажется, закрыл путь для такого вот именно эволюционного пути тех же элит, ну, грубо говоря, кто? Ну, хорошо, снесли Зеленского, кто? Ну, кто там этот спикер наш смешной, этот Хмельницкого? Ну, кто? Он вот отменит законы по поводу армии Мова Вира. Ну, субъект кто? Или Бойко? Или назад десантировать надо Медведчука? Ну, а он соберет под себя людей в Раде. Ну, знаете, Поэтому... многие по Януковичу ностальгируют сейчас. Какое было время, да, золотое. Но его... Ну, Януковичу тоже надо было, заключив... Кстати, вот вспомнили Януковича, это хороший пример. Помните Харьковские соглашения? И вот это был период, когда, казалось бы, обо всем вроде подписали. И я тогда как раз... У меня тогда был как раз проект «Евразия». Вот. Однако я много перемещался. Киргизия, Молдавия, Казахстан. И я тогда написал статью «Бойтесь донецких дары приносящих». Ну, это парафраз на донайцев, да, как с троянским конем. И вот у нас многие в Москве тогда очень сильно расслабились после этих Харьковских соглашений. Все, мы все порешали, все, нам все отдали. Смотри, значит, и аренда флота, и загрузка контрактов, там же это еще Харьковские соглашения, они же сопровождались еще контрактами, в том числе для николаевских верфей. А я, зная немного, так сказать, структуру власти изнутри, доказывал, что, может быть, высшая прослойка донецких, она как бы вам и лояльна, а вот все, что внутри работает, вот, и реально всем управляет, начиная там от Левочкина, потом Ганна Герман была такая, помните, Манафорт был советником, и уже внутри было видно, что это как редиска, то есть, как Мао говорил, сверху красный, внутри белый. То есть, вот сверху они были якобы донецкие, а внутри уже у них были такие простроенные силы влияния, в том числе из Запада, из Штатов, что они, в общем-то, не очень не управляли процессами. Вот реальность Януковича, который вроде бы делал правильные шаги для ликвидации проекта Украина как антироссия, но по факту даже те же Харьковские соглашения никто не смог воплотить в жизнь. Да, друзья, перейдем к вашим вопросам. Начнем с сообщества YouTube. Пожалуйста, здесь режим Блиц. Петр спрашивает: Семен, возможно ли на практике всеобщее разоружение и запрет оружия на планете как такового? И что должно быть главным условием вот такого свершения, как вы видите? Миру мир, армянам деньги. Да? Ну, конечно же, это светлая идея человечества, которая, мне кажется, живет с человечеством столько, сколько вот есть письменная история. Она же, обратите внимание, она вся вокруг войн так или иначе строится. Да? Поэтому, что тут скажешь? Такова наша
доля вот, человечества, что мы, с одной стороны, развились выше животного мира, да, но при этом начали убивать себе подобных. Так что это, в общем-то, вместе, если теологически, с первородным грехом, а если так, то вместе с нашими законами общежития, потому что войны у людей начались, ну, если верить социальным антропологам, когда мы стали объединяться в племена. То есть, вот это вот ощущение, кто есть свой, чужой, оно же у человека, ну, немного социальных контактов, да, и вот 30-40 человек, ну, вот как было небольшое племя, да, это были свои, а все остальные начали восприниматься как чужаки. И потом из этого, ну, идеи чужака родилась вообще идея рабства, что человек может как бы другим человеком как-то, ну, управлять как животным. Поэтому проблема давняя, ну, как мы видели на примере, что вот путь, с одной стороны, Советского Союза, а сейчас Китая, ведет как минимум к ликвидации войн внутри. То есть, вот в Советском Союзе никаких рецидивов внутри гражданских войн не было. И в Китае, сейчас обращаю внимание, никаких ни интервенций, ни гражданских войн нету. Но это работает, когда у тебя максимально безопасны границы внешние. Тогда внутри можно жить без войн. Но это вот такая реальная практика. Вопрос от пользовательницы или пользователя, в общем, сложно разглядеть. России нужно, чтобы у Ирана было ядерное оружие? Ведь тамошний режим готов на многое. Да, пока они союзники, но в перспективе. Только не подумайте, что это намек на некий анкоридж. Ну, я думаю, что России, как обладательницы атомных технологий, в принципе, выгодно, чтобы их пользователей было, ну, больше в мире. Ну, то есть, чтобы у Ирана было российское атомное оружие. Ну, оно все равно будет так или иначе суверенно, потому что это же оружие возмездия потенциального. Нет, подождите, у Лукашенко же не суверенная атомная бомба. Ну, в смысле, вы имеете в виду орешник, который... Орешник и тактическая ядерка, которая разместила Россия на его территории. Да, размещена на территории, но все равно центр управления находится, ну, единый. Это у нас в Беларуси единая оборонная доктрина. Там много чего предусмотрено. Вот. Но просто ядерное оружие, так как его никто особо не применял, это же оружие сдерживания. То есть, как только у игрока оно появляется, все остальные так очень серьезно, да, может, лучше и не дергаться. Поэтому на Иран и атаковали, ну, стартовали, пока у него не появилось. Вот обратите внимание на Северную Корею, у которой точно есть и свои ракеты, и заряды. Обратите внимание, никто даже не пытается рыпнуться. Вот, даже из Японии, которая, в общем-то, давние милитаристические имеет планы. Так что все пытались сбить Иран на взлете, чтобы у них не появилось того самого ядерного оружия. Семен, добрый день. Павел спрашивает. Израиль и Иран показывают, как надо воевать, несмотря где находятся враги и вражеская инфраструктура. Ее уничтожают. Скажите, а Россия воюет? Скальпы убивают россиян, угоняют, уничтожают флот. Разве это война со стороны России? Ну, я так понимаю, что человек имеет в виду, что, ну, Иран раз и берет и бьет там. Кто замешан, по тем и бьет. Это два разных типа войны, которые сейчас проходят. Если мы проводим аналогии между конфликтом Москва-Киев и Иран-Тель-Авив. То есть, Иран не претендует на территорию Израиля, не собирается его как бы там отстраивать, чтобы Израиль вел проиранскую политику. Да? И Израиль точно так же. Он же не собирается обустраивать как-то там жизнь иранцев, еще что-то. Нет. Это война на нанесение, ну, максимального ущерба. У России ситуация иная. Вот. То есть, Россия, каждый этот регион, но обращаю внимание, он начинает осваиваться вот,
начинается там относительно мирная жизнь. Ну и где-то, вот как я могу сказать, где я побивал там в Мелитополе, ну вот в этих вот наших сверхновых регионах, ну почти все уже туда вернулись. А что происходит с территорией, которую захватывает, например, Израиль вокруг себя? Что происходит с арабскими местными жителями? Они либо остаются в гетто, либо вообще куда-то убегают. Поэтому это два разных типа войны. Вот. Война на Ближнем Востоке, вот, она всегда отличалась кровавостью. Вот. Но это прям исторически. Вот. Интифаду же не вчера придумали. В 70-е годы это были, когда люди с ножами врывались в супермаркеты и, так сказать, просто резали, кого могли резать. Поэтому сравнивать это бессмысленно. Вот. Тут, ну, если можно с кем-то сравнивать войну на Ближнем Востоке, это с войной в Афганистане, которая сейчас проходит. Вот прямо сейчас на наших глазах Пакистан нанес пару ударов по Кабулу уже, да? Поэтому это разные типы войн. Так, Дума по принятию дебильных законов местами перещеголяла даже Верховную Раду, пишет пользователь. В сентябре выборы в Думу. Есть альтернатива зажравшейся, потерявшей связь с народом и реальностью единой России? Или мы с Украиной один народ? Выбираем одних и тех же, голосуем типа сердцем. Дайте совет избирателям, эта лошадь уже не тянет, пишет человек, я так понимаю, он из России. Госдума в России давно не является центром силы, назовем его так. Да? То есть пик влияния Госдумы – это поздний Ельцин, которого все никак не могли отправить в отставку. Поэтому Рада на Украине всегда, ну только сейчас при Зеленском ослабла, так сказать, и при позднем Кучме. А Рада это всегда были как бы, ну, один из центров власти. Поэтому сравнивать эти два явления бессмысленно. Именно поэтому в России же, кроме всего прочего, парламент состоит же из двух палат. Да? То есть Госдума, Совет Федерации. Вот. И еще неизвестно, где более влиятельные люди собираются. В Совфеде или в Государственной Думе. Но если я просто желаю тем, кто следит за политикой в России, ну, не задумай следить. Политика сосредоточена в других коридорах власти. Ну, это коротко не ответишь. Смотрите нашу «Чистоту понимания» с Алексеем Чадаевым, с Иваном Князевым. Мы очень часто именно вот это, особенно Алексей, разбирает. Но в Госдуме политики не ищите. Угу. Так, значит, может ли быть такое, что результатом конфликта в Иране станет завершением СВО, спрашивает пользователь из чата трансляции. Ну, так как мы определили, что это два фронта одной большой войны, то теоретически, ну, как всегда, на одном фронте разгорается, на втором это возможность для того, чтобы наступил какой-то переломный момент. Ну, так часто было, например, там в русско-турецких войнах. Вот мы знаем там Крымскую войну, да, на нее смотрим. Но в это же время же с Турцией были боевые действия же еще и на Кавказском фронте. А на Кавказском фронте они были вполне себе успешные. Да? А еще был всегда там Среднеазиатский фронт с Турцией, или там с Персией. Еще были русско-персидские войны. Поэтому так часто происходит, что затягивание на одном фронте. Но тут просто я напоминаю, что участвуют не только Штаты. И финансировать войну на украинском участке фронта очень много желающих. Это как минимум Британия, Франция не против, Германия при нынешней власти не против. Вот. А помогать поляки готовы, вот, румыны готовы, ну, соучаствовать в этом всем. Поэтому этот большой бизнес, в котором очень много заинтересованных сторон. Угу. Значит, если сбитие своих самолетов это господство, ну, интересуется пользователь. Ну, это по поводу самолетов. Это о чем речь? Самолетов в Америке, да, я имею в виду. Американских самолетов, которые кувейцы, я так понимаю, их позбивали в рамках этой операции.
Вот такой, как бы такая ремарка. Да, Ну, это к военным экспертам. да, значит, с чем связано снижение интенсивности налетов со стороны России и увеличение интенсивности со стороны Украины в последние пару месяцев? Может ли быть причиной война в Иране и каким образом, спрашивает Боцман. Ну, для того, чтобы говорить о интенсивности, надо все-таки подвести статистику, да, прям посмотреть, что по дням, по часам. Ну, как мы видим вообще на протяжении всего этого СВО, что все идет, как сказать, по мере накопления, судя по всему. Ну, вот как складские запасы накапливаются, и потом начинаются удары интенсивные, они как бы угасают, и дальше идут удары, так сказать, ежедневные. Поэтому, с моей точки зрения, вот эта вот ударно-волновая, так сказать, активность, она не менялась, и просто эти такты не совпадают. То есть больше накапливается у нашей стороны, вот, потом проходит пауза, больше накапливается у Киева. Вот и все. Кристина, Семен Сергеевич, а что за угроза от Израиля, что мы знаем и следим за верхушкой РФ? Вроде пока в направлении руководства Российской Федерации со стороны Израиля не звучало угроз. Может быть, я что-то пропустил, но таких угроз не было. Но я бы очень сильно напрягался бы у всем соседям пост-Украины, потому что вот это, мы тоже уже понятие уже разбирали, вот это жидобандеровщина, то есть мрачнейшее вообще явление, оно, рано или поздно, вот как мы говорили про Орбана, это вот первые ласточки прозвенели. Дальше Лукашенко, тоже удобное Фицу, по которому уже стреляли. То есть вот эти ближайшие соседи пост-Украины, вот, это модель, на которой, это территория, где можно применять отработанные методы Израилем. То есть Израиль научился и поставил на поток вот такое вот точечное уничтожение, в том числе первых лиц, а у Украины достаточное количество, скажем так, специалистов, готовых в этом участвовать, и очень удобное местоположение, с которого можно накрывать, я говорю, как минимум Венгрию, Словакию и Беларусь. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что поучаствовали в нашем сегодняшнем прямом эфире. Значит, я тоже, кстати, не понял, где звучало от Израиля, Кристина, что они там следят за кем-то. В сторону турок высказывались, в сторону там сирийцев тоже, но они тут больше сейчас по Ирану, они сейчас Иран, таким образом пытаются. Но они не в той ситуации, чтобы еще сейчас России угрожать. То есть зачем? Значит, друзья, всем большое спасибо за то, что побывали на эфире. Подписывайтесь на Уралова и на канал на YouTube, и, конечно, в Телеграм-канале. Милости просим. Благодарим за то, что вы были вместе с нами. Будем встречаться обязательно. Добра и света в каждый дом. Семен Сергеевич, спасибо за время и мысли. Спасибо, Александр. Спасибо уважаемым зрителям и слушателям. Увидимся, друзья. До скорого.